Сейчас еще раз я размьютился. И у тебя, возможно, нету второго источника, то есть Про- и нас не слышно. Проверь сейчас, звук есть? Жду, задержка там. Да. Проверка звука. Раз, два, три. Все, я вижу звук. Вот. Звук Ты есть. размьютился, тебя стало слышно. Да, супер, звук есть. И меня слышно Да. стало. Отлично. Так, сегодня у нас практика вайп-инженеринга. И не путайте его просто с вайп-кодингом. Это не то же самое. Почему? Это мы узнаем в дальнейшем рассмотрении. Для начала я сейчас найду свои конспекты и зачитаю наш план. У нас программа минимум выполнить одну задачу. Если у нас хватит силы и энергии, выполним две. Итак, первая задача наша будет состоять. Мы вспомним, что регулярно делаем в агенте в своем проекте. Любая повторяющаяся задача нас интересует. Потом мы ее решим обычным промптом. Засечем токены и время. Потом мы попросим агента написать консольный утилит, который делает то же самое, и напишем под него тесты. И убедимся, что это работает. И запустим оба варианта и проведем их несколько раз, посмотрим, как они работают, насколько стабильно, воспроизводимы и как они тратят токены. Вот такая у нас цель номер раз. И теперь Глазик нам расскажет, какую повторяющую задачу он будет делать. Сейчас. Да, у меня сейчас открыт проект блокчейн Explorer Акинаки. Ну, неважно, короче, это блокчейн Explorer. Вот. И я в этом проекте дизайнер. И для своих целей я для себя сделал гайдлайны в файлах MD и сделал брендбук. И какая у меня задача стоит? Э, У нас была реализована новая страница Validators. Да, я даже могу, наверное, показать. Вот. Подожди секундочку, ты не весь экран показываешь, а мы не видим страницы, которые... Да, сейчас, секундочку, я буду показывать весь экран. Весь экран. Вот, я показываю весь. Видно же, да, Илья? Да, да, видно, видно. Вот, и у нас была реализована новая страница Validators. Но она была реализована раньше, до того, как я сделал брендбук и гайдлайны. Вот. И мы сейчас попытаемся э, попросить нейронку сделать тест на совпадение гайдлайнов и брендбука и проверить вообще весь проект на совпадение этих гайдлайнов. Вот. Я могу подозревать, что как раз в этой странице будет проблема, и он что-то начнет исправлять для нас. И, Ильяр, какая у нас основная цель урока нашего? Нам надо сравнить два подхода. Да, нам надо сравнить два подхода. И, кстати, тут важный момент, тут говоришь нейронка, надо правильно говорить агент, потому что ты свою задачу будешь промптить в так называемый primary агент, и ты начинаешь с пустого контекста, и, соответственно, ты будешь тратить токены, как на промпт, так и на результат, и ты сейчас без каких-то настроек на свою задачу потратишь сколько-то токенов. Нас интересует, собственно, сколько ты потратишь и как она получится. А на следующем этапе мы ту же самую задачу сделаем в виде инструмента, потому что она у нас повторяющаяся будет, и мы хотим ее, во-первых, цель предсказуемо делать, то есть детерминированно, и тратить меньше токенов на нее. Вот так, понятно объяснил? Да, у меня появилось несколько вопросов по этой задаче. То есть, а если мы сделаем тесты, и оно что-то покажет, оно, наверное, будет это изменять. То есть мы откатимся, получается, да? Ну, это, кстати, самое интересное. То есть у тебя задача проверить соответствие дизайну
И по нашему плану надо написать тесты. А эту историю, ну, как бы не проверишь, как обычными тестами, там, какими-нибудь юнитами или даже приемочными. И как этот вариант будет отработан, мне пока не очень понятно и очень интересно посмотреть. Вот. Ну, что, вот гадать, будем просто... Возможно, подожди, у нас реально нам надо тесты написать или просто э, типа соответствие или несоответствие? Но смотри, тут имеется в виду тесты на саму утилиту. То есть вот у нас получается есть, мы пытаемся сравнить два подхода. Один классический, типа из мира вайп-кодинга, то есть э, кодинг там 1.0 какой-то. Старый подход. Значит, и обычно, значит, как, человек промпт вводит, получает какой-то результат, копипастит ошибки, и вот это туда-сюда, это вот вайп-кодинг, это типа уже никто так не использует. Вот. И мы сначала попробуем этот первый способ. Просто попросим агента сделать проверку. Да, вот проверь проект на соответствие гайдлайнам. Гайдлайны у нас уже есть. Мы делали их на прошлых уроках. Вот. И сейчас ты вот это вот обычным промптом это проверишь. И мы посмотрим, сколько токенов это потребует, и как это вообще эта задача будет выполнена. На хорошо, плохо. А, а второй раз мы даже, может быть, не будем коммитить результаты или закоммитим их в отдельную ветку, отложим в сторону для сравнения. А второй раз, Слушай, ну, вопрос сразу возникает. А как мы посчитаем токены? То есть мы же можем видеть токены, которые заполняют контекст, а токены, которые были использованы, мы не видим. Ну, это насколько мое понимание. ну это хороший вопрос. А давай Вот. посмотрим. Дойди настройки, посмотри, там какие есть возможности по отображению. Нет, настройки этого, куда ты пошел? В Ну, Cloud. я пришел в этот в клауд, А тут помнишь, ты положение просто. настраивал? Тут ты помнишь, мы настраивали там settings. Вызови команду settings. Сейчас это мы просто сохраним на всякий Ну, случай. да, хорошие промпты надо сохранять. Очень длинный, кстати. Так, settings. Э, конфиг, Cloud он config. конфиг, да. Так, и нас интересует отображение usage. Ну, видишь, здесь поиск есть. Попробуй usage. Use, набери слово. Не работает. Нет, подожди-ка. Ну вот, например, когда я кодексом пользовался, там есть отдельно конфигурация тулбара. Так, давай поищем. Soft tips, tt. Ну, то есть, вот эта строка, которую внизу ты видишь там вот с токеном, это называется статус. И она должна здесь как-то конфигурироваться, что в ней показывать. Давай тогда попробуем по ключевому слову статус. А это что ты сейчас делаешь? Вот и я вот переключился на статус этот именно. Вот могу переключиться на usage. Вот у меня вот так вот. м, Вот у м, меня extra usage not enable. а, ну, конфиг вернись. Или мы можем по процентам посчитать. Вот смотри-ка, extra usage to enable, это что значит? Ну, А, это если мы это... хотим, чтобы она автоматически типа платила деньги. м, м, м. Чтобы мы платили ей деньги автоматически, когда заканчивается. Ну, не знаю, я тут не очень пользователь клауда. А ты уверен, что это не тот total он показывает? Он же, по-моему, total показывает там в уголочке. И он и все. Это окно контекст. Ну, Это филиар. м. Да. Ну, хорошо, а давай тогда запромптим это. Прям вернись в промпт и спроси его, как настроить, и чтобы я видел больше подробностей о расходе токена. Ну, это же как, собственно, новая эра. Не надо знать, можно спросить, когда не знаешь. Так, да, дети. А что это? Escape не работает у меня? Это запретили тебе. Попробуй еще раз. Ой, сейчас Escape. О, сработал. Хочется ему написать, напиши мне тулу для того, чтобы... Кстати, а помнишь, нам учитель на уроках показывал, что у него там какой-то свой прогресс-бар запромченный тоже? Да,
но это прогресс-бар как раз вот для этих токенов сделанный, что, ну, то есть он показывает, насколько заполнен контекст процентов, то есть вот. А тут он не показывается, то есть А он ты можешь... показывает только... Я понял. Сделаем вообще ему как бы внушение. Скажи, настрой статус, как это называется? М, Бар, статус-бар. Статус-бар так, чтобы я видел больше информации о потреблении токенов. И что тут надо уточнить? Меня интересует не только заполненный контекст, а также общий расход токенов, которые потребляет текущее выполнение задач. Скорее всего, для этого есть какая-то, ну, плагин, наверное, который он может установить. А можно сейчас он напишет просто, там сконфигурирует тебе. Мгм. Мгм. Ну ладно, посмотрим. Так, смотри, он же пошел даже скилл какой-то использовать. Мы в Ань, борьбу зашли. загрузил. Ага. Ну вот он читает настройки. Заметь, он читает файлы вне текущей директории. Да, Вот у нас был вопрос от Майка, типа, как ему запретить делать что-то. Хороший вопрос. не разрешать просто. Вот я же подтверждаю, разрешаю. А запретить это надо не разрешать. О, смотри, нафигачил какой-то код. Ну, давай посмотрим, как он работает, что нам согласиться надо. Ну да, почему нет? Ну, мы же экспериментируем сегодня. День. Мы пока вайп-кодим для того, чтобы агент инженерить. Давайте так. Нет, нет, даже давай признаемся, мы отказываемся от вайп-кодинга в пользу веб-инженеринга. Смотри, Куда? внизу появилось, что у нас. То есть in, out и cost. И сколько это стоит? Так, in-out, так я не вижу. Кост в баксах прямо. Прикольно. Ну вот сессия токенов, in-out. Нормально, нам это хватит, думаю. Супер. Ну, теперь давай вводи основной... почисти контекст. Нам уже не нужен этот контекст. Смотри, перезапустите клауд, чтобы изменения вступили в силу. Если формат или сценки нужно подправить, скажите. Ага. Скажи. А надо ли? Ну, не знаю, может, доллар считать будет неправильно, но нам это не существенно. Главное, что нужная нам информация показывается. А перезагружаться вроде даже не нужно. Ну, или перезагрузить на всякий случай. Перезапусти, как он просит. Тебе, знаешь, alias написать, чтобы не писать этот клауд, а просто C. Ну, смотри, внизу показывает. Ну, тут Давай, блин. Вот, ну, чего ты хочешь? ну ладно, я уже просто поэкспериментирую теперь. Ну ладно, окей, все, давайте. А что такое CTX? Кстати, вот непонятное CTX? для меня. Ну, контекст, это сокращение слова контекст. Контекст NA, то есть контекста еще нет. Ноль. Подожди. Тогда еще ж добавь слово анимированный, как у учителя. Те же Анимированный. И- Посмотрим. Брейншторм. Окей.
Ну, действительно, так контекст не очень показывается. Вот он, 26 токенов. А посмотри, кстати, не работает. О, нашли багу. Ну тогда это сообщим об этом. Хотя, знаешь, надо было бы нам вернуться в предыдущий контекст, где ты, собственно, запромтил этот. Вот, кстати, плохо, что мы сейчас делаем это в отдельном контексте. Да. Ну, сейчас войдем в тот. Кстати, вот еще такая задачка. Вот видишь, у тебя ситуация. Ты сначала сделал часть задачи в одном контексте, а продолжил ее в другом. Хотя это, по сути дела, суть одно. Ты прогресс-бар хочешь поменять. И вроде как логичное желание объединить эти контексты в один. Интересно, так можно? Не знаю, давай посмотрим. Это на следующий раз как-то запишем узелочек. О, ты знаешь, что она делает? Чего? Оно изменяет наш проект. В смысле? Видишь, эпоха валидации, загрузка данных, storage usage. Эм, Оно, видишь, изучило наш... Короче, я Так понял. подожди, ты получается, ну смотри, просто там ты сказал ему изменить свойства пресс-бар, а здесь ты не дал ему понять, что, где ты хочешь поменять. То есть он начал менять проект. Ну, не знаю, надо ему как-то сказать, давай, все плохо, назад. Короче, надо сейчас отменить это действие, вернуться в тот контекст и продолжить его. Делаем. Супер, вот. Так, ну, теперь можешь сообщить ему, что не работает для начала. Не работает, собственно, циферки остаются на нулях. Вот он пошел, короче, искать проблему. Проблема в том, что скрипт обращается к полю JSON, которого, скорее всего, нет в реальных данных. Нужно сначала узнать, какую структуру JSON Cloud код передает в статус. Line. Пускай диагностирует. Интересно, получится. А еще, кстати, вот этот CXNA так и не меняется тоже. Ну, наверное, тоже порешается. Надо обратить на это внимание. Кстати, вот эта вот функция, которую мы недавно разобрали, BTW, эм, она недавняя, свеженькая, ее подкатили. Типа болтать с Клоудом в процессе, пока он там что-то делает. Ну, типа ты докидываешь ему вот так Ну, докидываешь, уточняешь. дров. Топ. Так, ну все, да, перезапускай А, нет, значит, Считается ли перезапуск, если ты в рамках одного терминала, интересно? Или надо, может, лучше вот так сделать? Это хороший вопрос. Но теория того, как вообще скрипты работают, тут можно не перезапускать сессию терминала.
Правки он делает, видишь, в какой файлик? Cloud, статус, command line. То есть он относится непосредственно к настройкам клауда. Если что нужно сделать, чтобы он применился, чтобы этот клиент агента перечитал его. Опа. Оп, заработало, да? О, и смотри-ка, появился этот красивенький процентаж. Давай еще разберемся, как это работает, потому что это может не так работать, как мы думаем. Так, вот видишь, что он показывает? Он не контекст показывает. Или контекст? Ну, вот там, где CTX было, он показывает контекст, типа какая модель, какая папка и заполненность. А ниже он показывает, значит, сессия, значит, общее количество токенов 6000 уже потрачено. И last, input, output. Ладно. Вот контекст заполнен на 12%. Тебе дизайн прогресс-бара нравится? Да, но единственное, что там не написано, что это. Что не написано? Сейчас. Фига себе, у нас уже 5 зрителей. Это успех. Incredible. Excellent. Не знаю, что еще сказать по этому поводу. Wonderful. Wonderful. Disco Bambulazing. Или Амагидинг. Tokens. Извините за мат. Контекст, tokens. Да, кстати, страйки прилетят с Ютуба. Будешь извиняться перед Ютубом. YouTube банит только если у тебя есть реклама, он ее просто отключает. То есть у тебя нет рекламы и какая-нибудь видится. Так что можно спать спокойно. Никаких страйков не будет. Хорошо. Иду спать спокойно. Так, last session. 6,6 key tokens. Так, last. Что значит last? Типа потеря Ну, токенов. ну, last в смысле последний. То есть ты делаешь промпт, ты его можешь сделать просто текстом вести, можешь его с этими, со скиллами вести, и это будет все in. И вот это, кстати, полезная такая, мне кажется, штучка, когда ты будешь юзать промпт голый или промпт со скиллами, и это как влияет на in. А out, соответственно, это что он возвращает. Мгм. И Давай получается, вернемся к нашей задаче. У нас задача понять, сколько он потратил токенов э, за всю сессию. И этот показатель что, 6,6К токенов за эту сессию? Я ну, так за эту понял. сессию, да, получается 6,6, да. Небольшой. Ну и делили-то мы немножко. И в долларах полдоллара это. Ладно, давай, короче, вернемся к задаче, которую Все. Ну, у нас все настроено, то есть ты уверен, что оно все правильно. Просто я с этими не уверен. агентами никогда нельзя быть в чем уверенно, но, собственно, вот мы и практикуемся, чтобы эту уверенность в себе скультивировать. Все, окей. СДВГ.
Что за Все, нормально. нездоровое? Ты там начал вводить ЗДД. Так, ладно, окей. У нас чистый контакт. Ну, теперь вводи свой основной промпт. Подожди, блин, выйди снова из терминала, посмотри, наши предыдущие попытки не сделай git статус. А нет ли там, чисто ли у нас сейчас это коммитмент, изменений нету? Так, вот только cloud есть. Эм, а что там? Ладно, неважно. Хотя неважно. Это, это вот, скорее всего, что он пытался в проект залезть, он там понаделывал. Типа его можно просто, не знаю, я сейчас зайду в Antigravity, кнопочкой это отменю просто. Правильно? Ну, хотя... Вот, Settings Cloud. Вот смотри, видишь? Ага. Исполнительный. Сейчас я так, а что он тут? Ты, баш, ЛС. Нет, вот тут он ты, наверное, просто в прошлый раз не скоммитил это все. Это, смотри, это список тех разрешений, которые ты их ему давал. Вот верните, крутни вверх, в самый верх файла. Ну, ты видишь, там написано permission и allow. А дальше перечисляется bash, ng, и вот эти все команды, которые ты ему оловил, типа не yes просто, а типа дальше не спрашивай, он сохранял их сюда. Этот файл, наверное, имеет смысл прокоммитить, чтобы, ну, эти настройки оставались для тебя такими же. То есть, ну, понял, что здесь список тех команд, которые он будет выполнять без спроса. Окей. Тогда, да, прокоммить их, да, сделай, ну, генерить этот Ой, комментарий. ой, ой, ой. Как вернуться назад, Илья? А он сейчас ничего не сделает просто. Вот он так вот. Он зависнет на этом процессе. Ну, Блин. Сейчас. Я знаю, как это исправить. У меня есть рабочий способ. ладно. Так. Вейп-кодеры, Стоп, потому стоп, 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 так, без пуша. Давай не будем сейчас пушить, что-то сяйки дергать. Просто коммит. Да. Все, отлично. Разобрались. Возвращаемся к нашей цели. Итак, мы сейчас запускай клауд, и мы сделаем просто через промпт задачу, которая часто повторяется в твоем процессе. вообще задача простая у нас. Проверь. UX and UI на пропасть. Ну, на соответствие бринбуку, как ты писал там раньше, только на 2 раза у тебя. Лишний токен потратишь. Букву и гайдлайнам. Так. Так. И что надо, чтобы он нам еще сделал? Ну, а что ты обычно делаешь в таких ситуациях? Вот, знаешь, типа, я типа проверь и исправь пишу Ну, условно. хорошо, так напиши. То есть мы будем замерять не только проверку, да, а еще и исправление. Ну, ну да, да. Да, давай, да, попробуем так. Да, а в следующем что мы сделаем? Вот давай просто для моего понимания. В следующем эксперименте мы что будем делать? Мы просим написать ему скрипт?
на проверку или как? Ну да, мы по большому счету ведем тот же самый промпт, ты его, кстати, сохрани, только перед ним мы скажем, напиши CLI tool, который будет делать проверку, и вот дальше вот все вот это. И напиши на этот CLI tool теста еще мы добавим. Да, хорошо, я записываю его тогда в текстовый файл, пускай он лежит у меня тут открытый. Да. Все, я записал его вот, если, Ага, если... супер. Все. Ну что, let's go. Let's go. Смотри, он сразу откуда-то заполнил контекст на 10%. Интересно. Ну, скорее всего, так, ну-ка, что он там, я не успел посмотреть. Он скиллы какие-нибудь дернул для этого? Нет. Вроде бы нет. Ни одного скилла не дернул. Ну, хорошо, тогда он, получается, файлы, которые читает, же он все в контекст засовывает. Ой, что это у меня за встреча? Он эксплорер пошел шерстить. Вообще я бы для этого использовал скиллы. Ну ладно, мы просто чисто эксперимент вайп-кодерский. Типа, мы не знаем про скиллы, мы не знаем ни про что. Мы пишем, как думаем. Так. Смотри, он говорит, что отдельного агента запустит. Я ему верил, все разрешаю. А он в прошлый раз так же делал? В прошлый раз я его обмазал всеми возможными скиллами для ресерча проекта, типа ультрасинкинг, суперпауэрами и вот этим вот всем. Вот. И он верил проект, но просто вот оказалось, что у меня в отдельной ветке лежит, короче, блок validators, который я смерджил. И он еще со старым пониманием дизайна. И я думаю, он как раз найдет там несоответствие просто. Вот что. Смотри, вот интересно, он прочитал какой-то длинный файл, который находится в Cloud Projects, вот это вот TXT. Что там интересно? Это какой-то предыдущий кусок сессии, что ли? Или это... а. Тулинг какой-то, что там, тул, не знаю. Пока он тут работает, давай глянем, что там лежит в этом файле. Вот там... Запомни циферки, там может быть несколько этих файлов. Так, значит, Да, хорошо. Cloud Project и E9. Cloud. Подожди, не понял.
Слушай, я не знаю, где он его читает. Так, это довернись, я тоже не обратил внимания. Это может быть глобальный файл какой-то? Да, да, да. Я думал, он в проекте лежит. А, смотри, смотри, он, видишь, лежит в папке, нет, назад, глазик, то есть это корневая, то есть это не файл проекта, это файл клауда на уровне пользователя. То есть в папке пользователь есть папочка .cloud, и внутри есть projects. То есть он там что-то отдельно сохраняет, без коммитментов. Да, теперь надо понять, какой там Е ты говорил. Это реально, наверное, сессии предыдущие сохранились? Блин, он уже все сделал, а он что? Cloud Project Е9. Е9. Вот, смотри, что тут. Subagents, Tool Results. Вот такие вот штуки тут лежат. Ну хорошо, найди projects, зайди, нет, текстовый файл, значит, tool results, tools и E9. Так вот же. Ты видишь? А, так. Так, а что внутри? Ну, Что внутри файла, который E9 называется. А, вот это вот. Ага. Ну, то есть какой-то текущая сессия, типа. Мгм. Ну, окей. Ну, не, Пока не очень понятно. головами. Ну, мне... Ну, вообще вайп-кодер ты забыл на данный момент? Нет, вообще-то мы веб-инженеры. Инженерам это все важно. Ты ничего не понял. Ну ладно. Мы роль вайп-кодера сейчас выполняем. Так, ну так. А А, что у нас спросят? Верификация. так, шаг первый. Убрать шары. Слушай, ну выглядит разумно. Шары надо убирать. Тебе виднее, ты же дизайнер, ты смотри, это хозяйство. Я, я ж не зря писал брендбук Ты там и видел, кстати, он хочет убрать шары. Ты смотри, без шаров останешься. в моем брендбуке шаров точно не существует. Так что он, наверное, это понял. Пошел убирать. То есть в твоем Он ребуке где-то нет везде есть. шаров? Без шаров? У нас вот, видишь, вот такой вот проект. Он плоскенький. Тут ни одного шарика нет. Разве что... Вот видите, кстати, вот обратили внимание, как глаз по всему смотрит. Кстати, а не кажется, что ты мелковато? Надо как-то это, с шрифтами поиграть. Э, У меня 2К монитор. Если мы будем смотреть на мониторе Full HD, будет вот так. Я думаю, это не мелковато, Илья. Так, Просто, очень крупновато, я бы сказал. я тебе скажу как дизайнеру, ты можешь делать эти как-то media queries, ну, в смысле там CSS, чтобы под разные экраны разные стили были. И, ну, как бы, в зависимости от экрана, его резкости, тоже адаптировать. Так, смотри, какие-то ошибочки пошли. А он меняет что-то? Да, он меняет, он в процессе. А, Мне кажется, что все-таки нужно, ну, типа, что даже вот так не мелковато. То есть я же под себя делаю, под 2К монитор, грубо говоря. Ну и вообще. И мне кажется, это не мелковато. То есть ты не Типа, не хочешь стоит. совершить масс adoption бабушек в блокчейн? То есть людей Да, но в то же время, типа, если это на этом, как сказать, на Full HD, все равно смотрится нормально. Крупновато, но я бы скорее мелковатее сделал на этом, на Full HD, чтобы вмещалось больше информации. О, слушай, Вот Глазик, видишь, какая у нас вопрос от структура? телезрителей прибежал к Да, тебе. слушай. Про тут уже ответ есть от другого телезрителя, они там сами справляются без нас.
В общем, один телезритель под ником Алекс а, спрашивает, а сколько у вас всего токенов? Что за подписка у вас? Подписка CloudMax. Токенов много. Я за 4 дня не смог недельный ресурс этих токенов, так сказать, израсходовать. Я израсходовал только 38% за 4 дня. А, И я очень старался, поверьте. Вот. Так что я думаю, за неделю, следующую недельный, следующий недельный лимит я израсходую все-таки. Хорошо, Но это давай-ка будет непростая задача. будет вызов. Да. Подписка Cloud Code Max за $100. Вот, кстати, в Game Details компоненте действительно тоже может быть не соответствовать брендбуку, потому что он тоже генерился отдельно от этого брендбука. Так что я думаю, мы сейчас получим нужное. Кстати, мы же время не засекли, и еще Тоже... бам-бам-бам. И существует такое понимание, что мы тормозим. То есть, если мы нажимали кнопки еще сразу, Да вообще мы много тормозим, пиздим много. Так, кстати, спасибо за ответ. Прилетело. Значит, э, да. Время, ну ладно, не будет время сейчас для нас критерий, потому что, видишь, мы еще разбираемся, много говорим, отвлекаемся. Для нас будет основной критерий токены. Сколько мы токенов потратим? Эм, так, что он там еще делает? на 40 тысяч токенов потрачено. Ты это, чтобы вот, кстати, время сократить, ты начинаешь смотреть, у тебя должен быть такой процесс, вот ты же понимаешь, что он сейчас делает, какие разделы меняет. Идешь, сразу чекаешь на сборке, все ли корректно, правильно ли он твои задачи исполняет. Ты слышал, что нас Майк учил? Чего? Что не запускать машину, когда двигатель чинится. Точно, мудрый Майк нам дал мудрый совет, который мы забыли. Ну, хорошо, что ты вспомнил. Я думаю, я пойму, когда оно все сделает. Что изменилось или нет? Все равно не увидишь результата. Он же меняет там, типа, какой-то результат хочу увидеть. Вообще, ты, кстати, не совсем прав. Смотри, если мы вот так вот сделаем, то мы увидим, что он меняет. И он, ну, так будем обновлять, увидим некие изменения. То есть уже, я уже вижу, что оно подправило чуть-чуть, под гайдлайны подвело. Кстати, с валидаторами еще не поработало. Ладно, возвращаемся. Что у нас там? Мне очень понравилось, что мы сделали вот этот контекст токен процентаж. Хочу обратить внимание еще, что у нас есть показано, сколько мы токенов в контекст загрузили, 48 тысяч, но Cloud Code не показывает процент загружено в контекст. И он показывает только последние 12%. Он пишет типа 12% до сжатия контекста. Или 15%, не помню. Ну и вот это очень полезно знать. когда мы Кстати, загружаемся. обрати внимание, у нас, по-моему, прогресс-бар работает коряво. Видишь, last in, out, какие-то цифры нереальные. 1 114. Да. Да, что это тысячи или это ошибка, это вычисление? Непонятно. Но доллары растут неплохо. Да, можно потом сказать, что он убрал этот last in просто. А зачем нам другой, типа, условно, нам надо за сессию знать, правильно?
Нет, ну почему? Если бы он реально показывал, как я подумал, то эм, сколько, вот, например, запрос с определенным скиллом съедает, тоже интересно. Ну, возможно. Ну ладно, короче. Главное, что он за сессию корректно показывал. Надеюсь. То, что тут тоже цифры не сходятся. У тебя токенов загружено в контекст последние 52 тысячи, а тотал 45. Что-то тут где-то что-то потеряно, по-моему. А вот, честно, я даже не понимаю, а токены в контексте, они же, не, наверное, они как бы могут загружаться, но не все же пробрасываться, например, в АИшку. Не знаю. Нет, ну Вот, смотри, может, суть вот этих всех токенов, у тебя есть контекстное окно какого-то размера. То есть, по сути дела, это файл с лимитом на размер. Ты в него вводишь промпт, добавляешь первый абзац. Это типа твой in. Дальше агент сгенерировал, он добавил следующий абзац. А твой абзац сколько-то весит токенов, ответ сколько-то весит токенов. И вот так вот пинг-понгом заполняется контекстное окно. И, соответственно, общий размер контекста должен соответствовать ину и аутпуту в сумме. Возможно, там есть еще какие-то дополнительные характеристики, но вот в общем виде я так себе представляю процесс. это вообще изучить, честно сказать, процесс, потому что я думаю, что все-таки может работать по-другому. Ну ладно. Так, пока оно тут думает, я скажу вот нам вновь подключившимся, у нас тут скачет то 5, то 7 смотрит у нас. Значит, мы сейчас вводим промпт для проверки дизайна. Ну, это типа часто повторяющаяся задача в проекте. И замеряем количество потребления в токенах на эту задачу в чистом промпте. А потом мы сделаем ту же самую задачу, только создав для нее специальный инструмент. Так, чтобы, так как эта задача повторяется, у нас был в проекте tool, который ее делает. Ожидается, что мы будем тратить меньше токенов и получать более предсказуемый результат. Это типа цель номер раз на сегодня. Слушай, а как мы этого достигнем? Чего? Все-таки мы типа отменим назад и попросим заново сделать? Но я Это думаю, просто да, мы, нет. что мы отменим? Мы сделаем новую ветку, прокоммитим этот результат в новую ветку и отложим его. Вернемся обратно к предыдущему состоянию и проведем эксперимент. Таким образом, если что-то пойдет не так, у нас будет первый результат, который мы, если сочтем угодным, будем коммитить, то есть если пушить в основной. То есть мы сохраним и отменим, проще говоря. Все. Все? А, Ну все, тогда иди проверь. зафиксировать. Ну, прочекай Ну, сначала результат, там он соответствует ожиданиям. ну да, давай сначала зафиксируем, сколько оно потратило у нас. Вот это тоже, да. Сохраним в рабочий стол у нас. Вот. Теперь мы идем. Чекаем. Вот. Но мы же не говорили, да, типа редизайн делать. Я вижу, Что ты видишь? я вижу на этой новой странице, вот видишь, вот эти вот новые скелетоны, как они подгружаются, типа плавненько, красивенько. Это у нас записано в нашем... Вот. Кстати, вижу, что тут другие какие-то скелетоны на статистике. Они подгружаются вот так вот. Слушай, вообще сложно верифицировать результат. Давай почитаем, что он сделал. Давай. Не, ну я вижу, да, тут, короче, видишь, при наведении оно желтеньким становится. Вроде, я просто не помню, было ли оно так до этого. Так ты можешь на Деве посмотреть.
Слушай, тут тоже они были удивительные. Ладно, давай вернемся, поймем, он применил эти изменения или он еще что-то ждет от нас? Вот, смотри, Не применил. выполнено. Что выполнено? Шары удалены. Animation заменял всех. Game Details приведены вот Glass Card pattern. Коды цвета заменены семантические. Это вообще важно, кстати. Обертка up page container. Мгм. Но он делал рефакторинг некоторый, то есть который визуально незаметно будет. Да, то есть мы это визуально не верифицируем все-таки. Кстати, за скриншоте, на всякий случай, ну, мало ли мы там где-то потеряем контекст, вот этот результат, или скопируют этот, что он сделал. То, что мы, когда будем повторять шаги, интересно, ну, что он напишет, сравним. Мне кажется, у нас просто промпт был недостаточно подробный. Кстати, я вот думаю, что если бы мы его описали более подробно, что все-таки не просто приведи все к общим правилам, он как бы это все сделал. А надо было ему сказать за редизайн. Не, типа, ну, ладно. Чтобы мы это визуально могли верифицировать. М. Кстати, games. Теперь они типа не серые, а Я не вижу прозрачные, то, разницы. что А мы даже не видим. ты видишь разницу вообще? Нет. Я не вижу разницы. Мы могли бы ее увидеть, если бы под фоном что-то было. То есть она просто, к сожалению, мы ее не увидим. Ай, ладно. Вот. Так, ну что? Ну хорошо, давай тогда сейчас иди в этот в редактор, давай ветку создадим и закоммитим этот результат в отдельной ветке и вернемся на dev снова. Эм, Канал уходить? ну, вообще Не можно понимаю. было не выходить, но в редактор зайди. В редактор. Вспомни старость. Ты Прошлый век. VDE имеешь? Да, в IDE. Как ты в прошлом раз это все делал. То есть, да, сюда ветку создай. Ого, что он там наделал. Много он изменял. Ну, видишь, это все. Он просто реально приводил всякие. Это полезная штука, кстати, так делать. Ну хорошо, давай эту полезную работу, чтобы не потерять ее, в отдельную ветку сейчас сначала создай ветку. Ветку создай. Помнишь, как ветки создавать? Нет, не помню, да. Вон, видишь, у тебя написано в нижнем в левом углу develop. Сейчас написано. Наведи на develop. Нет, ниже, в нижнем углу, в самом углу. Не тут, а там. Да, вот здесь. Вот здесь вот вызовет create new branch. Да, вот скажи ему там, назови его как-то. Не знаю, update UX. UX by the guideline. Что-нибудь такое. Блин, что я пишу? Update UX тест, вот так вот напишу. Да, только тут и пробелы нельзя в названиях. Либо одним словом пиши все, либо через тире. Тест. Ну, давай вот так вот запишем, чтобы Ну хорошо, да. знать, что это был тест. Да, окей. Enter. И теперь комит. Вот сейчас все эти изменения. Комит. Commit, но не push, короче, да? Да. Окей.
Так, окей, сохранили. Теперь снова иди вот туда, нет, даже нет, останься в редакторе, вернись обратно в ветку develop. То есть сейчас вот ты на ветке новой, где у тебя сохранены изменения. Сейчас ты переключись на develop. Таким образом мы типа отменим все эти изменения. И ничего не нажимает. Мы там коммит один не пропушили. Ничего страшного. Так, возвращайся в этот, да, в cloud. И вот я думаю, что лучше сейчас вернуться в тот контекст предыдущий, чтобы у него был контекст его проделанной работы. Эм, Ну, поэтому по коду resume контекст сделай. Вот эта предыдущая команда, видишь, там вот cloud, resume, циферки. Да, я хочу указать на проблему. Если мы так сделаем, то мы же вернемся в ветку, где она будет показывать расход. Да, но мы потом сбросим ее. Нам сейчас надо... Ну хорошо, давай подумаем. Смотрите, почему я хочу вернуться в контекст? Потому что, собственно, учитель, что он нам говорил? Вы, когда делаете задачу, в процессе выполнения задачи агент придумывает скрипты и бла-бла-бла. Вы эти скрипты можете превратить в утилиты своего проекта. И если мы запустим задачу создания утилиты в чистом контексте, то ему будет нечего, типа, нечего сохранять. А так он вот весь этот контекст типа, ну, генерализирует в утилиту, в CLI. Возможно, там, не знаю, сделает скиллы, там, как он там сочтет это нужным. И у нас будет скилл или, ну, как минимум, утилита, команда, которая будет проводить эту работу. И именно поэтому, я думаю, надо делать это в контексте вот уже наполненном. А посчитай домашнее задание, пожалуйста, Ну, тогда, чтобы давай. мы поняли, правильно мы делаем или неправильно. Сейчас, значит, вспомни, что ты регулярно просишь ИИ делать в своем проекте. Любая повторяющаяся задача. И первое. Решить ее промптом, как обычно. Засеки время и токены. Мы сделали. Теперь попроси ИИ написать CLI tool, который делает то же самое. Напиши на него тесты, убедись, что работает. То есть он, ну, тут не говорит сбрасывайте контекст, это в другом контексте. Так. Так что, ну и вообще, сам как бы смысл, то, что он говорил на уроке, заключается в том, что вот, ну да, полистая по этому аутпуту, который получился, как он вообще все это делал. Посмотрим. Проведем такую ретроспективу. Тут вот изменения. То есть он где-то здесь в процессе, особенно в процессе исследования, вот нас интересует больше даже не само изменение, а процесс исследования, который он делал, прежде чем делать изменения. И вот этот процесс исследования, он его каким-то образом производил. И как показывает практика, в процессе исследования они, агенты, генерируют всякие скрипты или выполняют команды. И наша задача, собственно, оптимизация процесса, заключается в том, чтобы эти команды, которые он использовал для исследования, превратить в отдельную команду, протестированную и переиспользуемую. Я бы, конечно, знаешь, что сделал? Чего? Все-таки для исследования использовал бы скилл для исследования, который там строит карты проекта. Вот и все такое. Ну ладно, мы это не делали, мы вообще как тупо вайп-кодер делали, просто написали. Так все мы правильно делали. Вот подожди, вот вернись как бы назад, вверх, назад. Вот, нет, выше. Еще выше. Стоп. Вот. Смотри, значит, что он делает? Он вот здесь теперь команда bash он выполняет. Он входит в проект, делает тайл по файлу, то есть берет его последние 5 строчек, и это, по сути дела, мини-скриптик, который он получает зачем-то. И вот таких вот сниппетов у него там дофига, и больше идет, ну, ниже, чтобы он, собственно, как он читает файлы, он там по-разному, для разных задач читает и помещает их в контекст. И, и вот наша задача оптимизации в том, чтобы вот эту работу, которую он придумывает на ходу, превратить в CLI-инструмент. И для того, чтобы это сделать, нам нужно иметь этот контекст. И поэтому я думаю, что это надо делать именно в этом контексте. Ну, давай проверим.
в крайнем случае, Если мы сейчас сделаем вот эти вот тесты и вот эту утилитку, потом мы откроем новый контекст чистый и заставим его э, открыть, точнее, сделать все то же самое, то есть вот этот промпт, который мы сохраняли, да. только перед этим сказав, используй вот этот вот скрипт, который мы создали. Верно? Ну да, да. Да, так вот ты правильно понял. Ну, давай тогда так и сделаем. Хорошо. Да, и значит, смотри, ты напиши ему так. Напиши CLI, то есть CLI tool, который делает, а дальше свой промпт, который ты вводил, который будет делать. Так, напиши CLI tool и тесты для него, и тесты для него. Э, Значит, этот CLI tool должен делать. Двоеточие, и, собственно, дальше промпт твой идет. Так, я тут изменил промпт, я типа пишу проверь, я напишу проверять. Проверять UX and UI, соответствие брендбуку и главное проекта во всем проекте. И приводить к общему гайдлайну дизайн, да? Ну да, Это да. надо? Ну, как тот промпт, который мы вводили, да, да, и весь его, и, по сути дела... То есть этот тул, Ну собственно да, говоря... я немножко изменил тут просто эти обороты. Ну да. И он просто такой же Ну, практически. хорошо, да, вот. Ну, Но вот. я писал вместо проверь, проверять э, и и приведи, проводить, приводить. Все. Ну, хорошо, да. Let's Кстати, go. кстати, вот большой интересный вопрос. Насколько для этих вот склонения и падежи агенты различают? А если бы ты это не исправил? Типа, как бы он понял бы Ну, одинаково? он бы понял, 100% одинаково понял это и не знаю, зачем я сделал, действительно. Это, я думаю, бесполезное действие было. Но на самом деле, может и нет. Это не абсолютная истина. Может быть и не бесполезная. Ладно, запускай, погнали, посмотрим. Что будет. Он тебя хвалит за идею, смотри. Отлично всем автоматизировать то, что мы только что делали вручную. Давайте сначала исследуем брендбуки. Блин, вот все-таки, сука, руки чешутся ему дать, короче, ну, типа, запромптить его, чтобы он использовал скилл для исследования. Нормально. Ну, я бы так Так сделал. Ну, блин, оно, ладно. а тут, кстати, можно его, как раз таки уместно его этот скилл для исследования применить сейчас. То есть сейчас он сформулирует какую-то гипотезу, не знаю в каком виде. А Можно доработать с да, помощью этого скилла, да, да? да, да, зашлифовать, потому что, ну, потому что же этот скилл, этот тул будет повторяться тобой многократно в разных ситуациях, и он должен реально быть такой умняшкой. Хорошо, значит, сейчас мы это... Своих кодеров все-таки уже больше по инженерному поступим. Ну да, мы уже перешли Рубикон, мы уже не вайп-кодер. Инженерим. Кстати, в этом ключе можно будет создать первую запись в файлике vol.md.
И она будет заключаться примерно так, что ранее мы сверяли дизайн обычным промптом, а сейчас мы стали использовать для этого, создали для этого инструмент. И это будет часть контекста, э, и, к- и, и когда, Возможно, надо будет подхватывать, да, и сам делать. Интересно. ну, может, не сам делать, но в другом случае он будет тебя лучше понимать, когда ты будешь просить его проверить гайдлайны, он уже будет не просто там, типа, по-старому делать это, а понимать, что есть для этого тул. Так, все, не успел я. А, Так что, ну, смотри-ка, делает дела, дела делают, тесты. да, просит разрешения на чтение. Видишь, read project, он всегда просит. Бук смотрит. Motion, вообще все есть. Э, Единственное, признаюсь, брендбук, конечно, тоже скопирован, сгенерирован. Скопировал. Но он сгенерирован под чутким моим контролем, да, типа, над тем, что я уже делал ручками. Так это же качественное отличие. То есть, когда ты даже генерацию проверил своими глазками, это, считай, ты сам написал ее. Если, ну, это типа новая реальность. А если ты сгенерировал и не проверил, то да, ты начальный вайп-кодер уровня Джун кандидат. В общем, когда он, я там скиллы использовал, когда он формировал этот брендбук, я ответил на кучу вопросов. И действительно, я избегал, много не понимал. Например, хотел заменить наш прекрасный шипки, короче, были желтым цветом и с оранжевым вот этим нашим фирменным. И я ему говорю, блин, и он хотел его заменить на краску. И я ему говорю, что это наш фирменный стиль, давай не будем типа, во благо дизайн. Вот. Так понятно, что ошибка. Ну, послушался, записал. То есть я все-таки это принимал непосредственно участие. И вот самое интересное, ну, блин, вот на этот дизайн действительно было много потрачено времени. На его это приведение к, в общем, он достаточно хорошо написал брендбук. Там прям всё двигается. Кстати, надо будет сделать страничку, как-то, знаешь, бывают странички бренда. Как использовать логотип, вот это вот все. Как у всех взрослых людей, проектов. Что Ну если да, кто-то типа, будет делать какой-то вторичный контент, использовать логотипы, упоминать, чтобы они правильно это делали. да, и это для скачивания их там оставить. Да, вообще. Сделаем, сделаем. Если не сделаем, то сгенерируем. Но сейчас это, считай, равно. Новая реальность. Так, на каком этапе? Значит, он... Написание плана. План делает. Хорошо. Но да, вот сейчас получается как, он считал мод он. И прежде чем что-то надо сделать, вот составлять себе план. И это считается лучшим методом. Ну и супер, и тогда вот, Возможно, он сейчас запряжет еще нескольких агентов. Поэтому, да, этого плана. когда он закончит, ты можешь ему как раз применить вот свой вот этот вот скилл исследования. Типа, поисследуй, вот мы написали план, там,
проведи, да, копни глубже. Так, что-то он у тебя... Ага. Слушай, я подумал, что у нас такая проблема не решена. Очень серьезная проблема. Надо подумать, как ее решить. И заключается она в следующем. Вот когда мы сидим, ждем работу агента, нам нужно это шутки шутить, стендап какой-то делать. Я просто еще хочу заметить, видели, он заполнил контекст токенов на 100%, суммаризировал его быстренько, вот так экран моргнул, и вот контекст заново пошел. Подожди-ка, а мне кажется, это было на 40%. Я вот видел, там ты быстро согласился. Там он говорил, контекст заполнен на 40%, и ты свичнулся, видимо. Да, ну, Так что не на 100 он был. ладно, окей. Ты смотри внимательнее, потому что реально он просто, наверное, раньше времени тебя триггернул на это. Можно было бы до 80 докатать. То, что, понимаешь, как бы сжимание контекста, оно, ну, тут как зависит от контекста, но может он как быть производным глюков, так и уменьшить их. Но мне кажется, этот прогресс бар неправильно работает, потому что 28 тысяч... не. Подожди. Миллилистик по 250 тысяч токенов в контексте. Так что примерно правильно. А в прошлый раз был на 25 тысячах, разве не показывал 25%? Или на 50 был? Слушай, не знаю. Самое хорошее, что мы это записываем на видео, и мы сможем увидеть, разобрать подробно. Будет отдельная Да. трансляция, когда мы смотрим свое видео и разбираем. Что делается? И кто этот глазик нажимает ручками своими, не знаю, И нажимает. запись этой трансляции, да? Да, а потом какой-нибудь блогер Вот. сделает, будет смотреть трансляцию, как мы смотрим свою трансляцию. Запустим новый этот тренд. Так. Понял, оно же бдительность падает. Ты постоянно, когда подтверждаешь всякие действия по чтению, ты вот важные моменты упускаешь. Типа вот, ну, типа я говорю, типа, стрелочка вниз ест. Типа, пошел дальше. Потому что я знаю, что он меня просит просто прочитать. И бдительность падает. Слушай, а в этом плане, я думаю, несложно будет замутить такую темку, купить умный собачий ошейник, который бьет собаку током, и одеть его, а соединить его не с пультом, а с этим, с клоудом. И когда ты будешь нажимать yes, просто yes, не прочитав, он тебя будет бить током. Я не знаю, как он будет верифицировать, прочитал я это, нет. Ну, у меня должна быть кнопка. Реальную пробку. Кнопка у телезрителя будет. Мне реальную пробку, тебе кнопку. Ну, главное, ты мне кнопку, а, а на твоей стороне дело вкуса. Ладно, это, наверное, не будет для меня, так сказать, болезненным опытом. Все-таки надо бить током меня. Бля, да что ты? Вот видишь, вот почему бдительность падает. Кстати, они даже... Окей, он пошел там что-то почитать и... Что это вот errors? Вот один. Типа не смог прочитать? Или тут уже ты поможешь мне? Так.
Так, cancel. Так, Brandbook lint, on error, execute, tt. Там интересно, что в следующем сообщении пишет, что работает. Ну ладно. Да, ну, так, а что он предлагает тебе? Так, он предлагает Brandbook lint ru no animate pulse. Он анимацию ж какую-то добавил даже. Анимация. То есть он всякие рулы добавил. Да, запускать. То есть он, получается, подошел к вопросу этого тула как к линтингу. Выделил, по всей видимости, из твоего брендбука какие-то правила. И фига себе. Серьезный подход. Так. Окей. Даже автофикс сделал. Фига себе. Ну хорошо, давай, скажи ему, давай убедимся, что все работает, запусти тесты этого инструмента. И... Мы договаривались сначала доработать. Точно, твой суперскилл, давай, действительно, порешаем проблемки в процессе исследования. Исследование с помощью скилла. Он называется Future Dev. Вот это. Кстати, что же такая фигня? Я проверил Aqua. Вот я ж не могу верифицировать, насколько лучше он работает. Но для этого есть, кстати, отдельный скилл, который насколько лучше это работает со скиллом. И нужно как-то взять и сверить, как со скиллом и как без скилла это проходит. Ну, статистику строят поэтому. Вот. А я проверил на слово, знаешь, как этикетку прочитал, и там написано, что более глубоко изучает проект, строит по нему, как это сказать, визуальные карты и как бы, имеет большее понимание. Вот. Это, это должно так работать, скорее всего. Вот. Так что думаем. Понял. Найти возможность для доработки брендбук Lean. Создая план. Окей. Вот она запустила. Пошел. Брендбукс, докс. Странно, тут как-то вот либо действительно неправильно считаются эти токены. Вот вот мы тут уже сколько наделали делов, $5 только потрачено. Я на этом AMP кодинге десятку всаживаю достаточно быстро. Так может, это, как сказать, преимущество скиллайки, которая не подключает дополнительные миллионы скиллов, а только те, которые ты пользуешь. Так а в том дело, у меня там нет скиллов-то вообще нету. Почти. 1-2 скилла, и то они только вот для планинга. Может, опус просто лишь. А там тоже опус используется. Там опус, кодекс, там, ну, для разных задач. Просто они как-то по-своему это юзают. Они там юзают свои там оракулы в облаке. Надо как-то сравнить, понять разницу.
Так, наши зрители, задавайте вопросы, может, там что-нибудь, может, предложения какие-то будут по Не знаю, что наши зрители тихо сидят. обучательному. И то, и тут они тут входят, выходят. Сейчас уже 3 смотрящих. Так я мотивирую их что-нибудь, не знаю, прокомментировать. И если будете смотреть позже, тоже оставлять коммент туда. О, у нас Будем это собирать обратную связь. 2 лайка, прикинь. Да, и лайки ставьте, и подписывайтесь. И на Web3 Voice подписывайтесь, если найдете. Вот как пишите в Челлендж. YouTube. Вот это. Челлендж. Найдите Ну его да, больше. подписывайтесь. Да. В Telegram Voice найдите, подпишитесь. В Дискорде Web3 Voice найдите. Не знаю, как вы это сделаете. А в Будет Дискорде там в интересно. описании ссылка есть на Дискорд. Вот, вот. О, на самом деле тут глючит счетчик просмотров. 7 человечков нас смотрят сейчас. Все еще смотрят. Это прикольно. А лайков всего 2. Непорядок. Ладно, так, что у нас тут происходит? Все еще исследует кодовую базу. Я тебе говорю, инструмент, как по мне, потому что он очень долго работает, и я поэтому могу понять, что он действительно, типа, ну, углубляется куда-то. Слушай, а как думаешь, они поломают ли нам... наверное, даже не поломает. Не, Если мы в параллельном, как его называют, терминале попробуем похачить этот статус-бар. То есть у нас определенно что-то неправильно показывает, как минимум last. А возможно и все остальное. Потому что вот он потратил за всю сессию 92 тысячи токенов, а реально тут он много исследований проводит, тут должно быть, не знаю, по-моему, побольше. знаешь, почему это не будем делать? Потому что нам надо хотя бы сравнить два результата. Типа с этим или без этим, хотя бы при одинаковых условиях. Захватим, эти цифры не будут, как сказать, ну, хотя бы как-то, ну, так бы мы хотя бы в процентах поймем, что лучше на сколько процентов, а что хуже на сколько процентов. Не узнаем, типа, в абсолютных числах, но хотя бы в процентах поймем. Ты слушай, Поэтому Глазик, надо ты вот делать. все говоришь, что ты не программист, а думаешь как программист. Тут реально, видишь, я чуть не совершил фатальную ошибку. А ты прямо сходу меня остановил. Прямо инженерное Ручки, мышление. ручки чешутся ради контента, да, вот это всё. Ничего нет, просто я вижу проблему, пытаюсь ее решить. Только в этом у меня мотивация. Фу. Кстати, пока тут мы ждем работу искусственного интеллекта или агента, как говорят инженеры, телезрители, вы можете задать свои вопросы или предложить темы для будущих практик, которые мы можем тоже захотеть попрактиковать. И вы получите... вопрос. Смотри, вопрос спрашивает, что мы строим? Мы строим блокчейн Explorer. Мы нашли блокчейн, новый блокчейн, который, разработчики которого забыли сделать Explorer. И мы такие, а почему бы не сделать нам Explorer там, где его нет? Да, Владик, покажи, какой Explorer мы сделали уже. Вот такой Explorer мы сделали. Тут транзакции у нас. Показывает блоки, транзакции, пользовательские аккаунты и даже некоторого Да. рода статистику. Только видишь, что у нас немножко иногда бывает транзакции долго грузятся. Ну, И это уже от блокчейна зависит, мне кажется. это зависит от инфраструктуры официальной, потому что мы все еще пользуемся инпоинтами официальными, свои инпоинты мы еще не закончили, и поэтому мы страдаем от нестабильности работы
источника данных. Если его открыть так побольше. Ну, вот такой вот у нас блокчейн Explorer. В целом, что тут можно найти? Можно найти вот аккаунт мой. Да. Отправляйте сюда денег, если сможете. Если смотришь. Кажется, у вас вряд ли получится. А это, кстати, действительно, тот еще челлендж будет, если кто-то захочет. Вот он пока у нас такой скудненький. Мы тут разрабатываем вот несколько разделов. Вот раздел Game и валидатор на данный момент в разработке. То есть мы разработали вот эти вот разделы уже по полной, так скажем, да, то есть это месседжи, транзакции, блоки. Ну, статистик, конечно, тут улучшения требуется, то есть дополнение какой-то информации, тут ее слишком мало, по моему мнению. Вот. Контакты, контракты, которые существуют в блокчейне, важные. Системные. Скажем, Контракты там больше существует, но это типа системные. Слушай, а покажи, еще раз вернись к аккаунту, я хотел посмотреть, там у нас не отвалилось парсинг транзакций. Давай проверим. Так, вот, смотри-ка, вообще-то я давно заметил, что у аккаунта... переключись на этого, на гейм, да. Окей, да. Так, и здесь, Кстати, там тоже могут... нет, смотри-ка, есть транзакции, ну, открой какую-нибудь транзакцию. Так, и тут у нас ничего. А тут вроде бы ничего не было. А вот открой месседж какой-нибудь, вот output message, input, нет, вернись обратно. И Подожди, так, чё, транзакция. сначала Так, сначала транзакция. А внутри транзакции сообщение, input message, например, по ID сообщения. Да, все правильно нажимал, ID сообщения. О, парсится, смотри-ка. Супер. Вот, кстати, вот эту страницу нам надо как-то улучшить. Или даже смотри, я вот сейчас вот проговорю, чтобы потом из трансъебации вытащить это описание. Значит, на странице транзакции, ты возвращайся назад на страницу транзакции. У нас есть, да, у нас есть input и еще могут быть output сообщения. И вот этот парсинг сообщений было бы неплохо, мне кажется, показывать здесь. Тут как ты уже как дизайнер можешь сказать. Понимаешь, вот суть в чем? У нас есть информация, и чтобы пользователю понять, что произошло в транзакции, ему надо типа посмотреть туда перейти, а если еще аутпуты есть, 2 там или 3, то и перейти там 2 раза. И было бы неплохо показывать все это здесь, на этой страничке. Понимаешь? Я знаешь, что я понял? Что я до этой страницы не доходил. И почему-то нейронка до нее тоже не дошла. То есть, видишь, это осталась старая такая, типа, подложечка. Мы откатили же изменения. Ты сейчас смотришь локальную сборку, а на локальной сборке же мы откатили изменения. Ну, которые сделали на первом подходе. Ладно, я думаю, просто нейронка до туда не доскреблась. Это мое мнение просто. Я просто сам могу. Вот, что у нас там? Вопрос ко мне, говорит. Какой? Улучшение существующих правил. No row card pattern не ловит вариант backdrop blue и border black 5 плюс rounder. Validation компонент. Вопрос тебе. Сканер для строки сканирования файла целиком. Это поможет. Так, а какой вопрос ко мне? Ну, тестов нет. Ой, телефон сдох. Ладно, я вчитаюсь. Вопросы. Сканер. Вопросы не понимаю. Я тоже. Я пытаюсь. Так, еще раз. Вот смотри, первый вопрос. Сканер для TS-строк. Сканировать TS-файлы целиком, как тип TS,
помимо inline templates. Это понимает... Понимает, return. Поймает, да. Поймает return в методах. И давать false позитив в комментариях. Или оставить Ну, только... может добавить. Ну может добавить. М, пум-пум. Но сложно ответить, надо смотреть реализацию, как он сделал это. Да. Новые правила. Какие добавить? Ну, давай напишем... Блядь. Ну, это ж надо подумать. Ну, подумай, да. Ну, давай пойдем по-простому. Значит, вот по второму вопросу. Новые правила добавить. Вот, эти правила имеют смысл? И что их добавлять? No brightness in background. 0 нарушений. Я просто даже... То есть, ну, я не все, кстати, понимаю. No hard-coded K3 файла. Новые правила. Так, ну, надо все добавлять эти правила. Они выглядят нормальными. Видимо, он же нашел их в этих. Еще третий. No rose cast pattern. Расширить детекцию на background blur плюс вариант. Ну, вот так. Так, я, кажется, понял первый вопрос. Да, я думаю, все-таки лучше целиком. То есть, если на первый вопрос отвечать, то да, лучше целиком. То есть, сканировать файл целиком как тип TS. Это лучше, чем альтернатива. А на второй вопрос, я тут не знаю, тут правила какие-то, ты их вообще понимаешь? Да, я по второму отвечу, что реализуй все, что есть в наших гайдлайнах и брендбуке. Новые не добавляй. Так, по третьему. Вот я вот не понимаю. No row card pattern. Типа... Окей. Расширить детекцию на background blur. Расширь. Расширь. Ну, а четвертый Детекции. однозначно да. Там он даже сам отвечает. Добить тесты. Однозначно, да. Все. Блин, он просто я по названиям надо, блин, конечно, А у тебя, изучить, что он там а у, те- наваял. а у тебя есть какая-то визуализация этого гайдлайна? Вот нету. У А меня у- есть брендбук, а он брендбук создан как раз для LLM. Типа там MD-файлы и вот это все прочее. И, видимо, ну, там же есть описание этих штук, а я их, блин, конечно, наизусть не знаю. Ну, Ну, хорошо. все-таки он же создавал на моем дизайне, который я делал. Так что Значит, вот надо ему говорить, делай все, что там написано. Все. еще одна задача добавить визуализацию. Там может быть, кстати, помнишь, я тебе говорил, надо разобраться с этим, со сторибуком. Storybook это такой тул как раз-таки для компонентов проекта. Он делает типа документацию по компонентам с их демонстрацией в разных состояниях. И думаю, Да. это можно сделать, просто зампромптить, типа сделай storybook на основе гайдлайна. И будет у тебя визуализация всего этого. И тут даже будет почта такая обратная петля. Ты такой посмотришь, что получилось, увидишь картину в целом в красках,
и можешь даже сделать какие-то изменения в гайдлайн обратные. Сейчас, смотри, реализация пошла. Напоминаю, это мы еще просто пишем себе эту тулзу, которая нам поможет выполнить еще одно простое действие. Типа, сравнить наш дизайн с тем, что написано в гайдлайнах и брендбуке, и исправить это. Не простое Если- действие, а повторяющееся. Оно же непростое. То есть там же суть в том, что мы меняем, делаем какие-то новые фичи, создаем новые страницы, и наша задача периодически сверяться, что оно соответствует гайдлайну. Эта задача непростая, но она повторяющаяся. И для этой повторяющей задачи мы делаем тул, который будет ее делать более предсказуемо и эффективно по токенам. Ты Ожидать. понял, как сработал скилл? Он действительно что нашел, ну, типа, глубже и что-то новое? Да, ну, Или слушай, это они просто так всегда вот работают. Вот я, помнишь, я рассказывал, когда я там делал PRD для одного проекта, я сделал, точнее, нет, я просто сделал план в курсоре. Засунул в ГПТ-шку, говорю, критику сделай. И она критиковала итераций 10. Каждый раз находила какие-то недостатки. После того, как она нашла недостатки, соответственно, я эти недостатки отправляю в этот курсор, он их исправляет, и после исправления все равно находит. То есть они всегда что-то находят, если заставить их поискать. И поэтому не мудрено. Или еще, кстати, они могут из-за того, что ты вводишь разный как бы, контекст, а скиллы, собственно, которые ты используешь, они как бы добавляют точек зрения, так сказать, мерности пространства. экспертность. Экспертность. Ну, экспертность, может, да, сказать, но, по сути дела, там мерности пространства они добавляют, и получается, агент через свою эту статистику ну, смотрит на ситуацию, на одну и ту же, на одни и те же файлы под другим углом, по сути дела. И, естественно, видит мир по-другому. Я сейчас подумал, что прежде чем применять этот инструмент, надо будет и взглянуть на проект еще разок, сравнить, что как есть, чтобы потом запомнить, что изменилось. Мы можем вот так вот, ну, типа, надо dev, вот смотри, вот в этой вкладке в dev у нас открыт. Так, Кстати, смотри, на dev у нас не оранжевый цвет. Хрена себе. что за дела? Ну, вот это, наверное, и, ну, не знаю, интересно. Не понимаю, почему. Ну, неважно, ладно. Это все мелочи. Просто не понимаю, как это произошло. Ну, ты не играешь ранее? Кстати, видишь, все есть у нас, оказывается. Хотя это прожектор. Светит. Подсвечивается. Типа, этим. Так вот, у нас тут dev, а тут у нас local. И мы явно увидим изменения. Хорошо. Белая тема. Кстати, на я вижу одну еще проблему. Видишь? У нас валидаторсы мерцают при переключении темы. Ладно. Как он переходит к реализации? Это, кстати, может быть самый долгий процесс. Смотри-ка, нет.
Линтер работает. Распространение нарушений поправлено, выглядит разумно. Новые правила ловят. No hardcoder hexcolor 4. No generic easing 64. No hardcoded slate zinc 3. No raw card pattern. Вывелся до 18 с расширенной детекцией. Как он будет ревью качества делать? Напишет тесты для тестов? Не знаю. Что он сделает? Но, скорее всего, у него там должны быть эти какие-то принципы, которые описывают. То есть, прикинь, это мы еще могли сколько минут назад закончить разработку этой фигни, но мы улыбились. Типа того. Так, обновляю тесты для фиксированных. Окей. Так, что это за звуки у нас? Кто-то подключился? Майк, наверное, выходит и заходит в трансляцию. Да нет, Майк на месте вроде. Не, ну в трансляцию. Да, это я тут переключаюсь. Встал, ноги размять. Так. Ну вот сессия 58%. Все. Ой, наконец-то. Ну, ого, 50. Бля. Так, хорошо. Хотя нет, все нормально. Я думал, он брендбук поменял. Фу, слава богу. Значит, инструмент сделал. Ну, хорошо. Тогда, значит, чтобы дорабатывать этот инструмент, если вдруг потребуется, этот контекст мы оставим. Создай новый контекст. Нет, подожди.
наверное, в этом же контексте надо пум-пум-пум. Даже не знаю, что надо. Надо, в общем, чтобы сделать, наверное, дополнительные настройки так, чтобы он, агент, понимал, э, когда запускать этот инструмент. Тогда спроси его совета, что нужно сделать, чтобы ты понимал, когда этот инструмент надо запустить. Ну, сейчас это про хуки начнет рассказывать. Ну, допустим, может быть, это. Ну, когда предложит создать хуки. Смотри, добавить инструкцию в Cloud MD. Я читаю этот файл в начале каждой сессии. Мгм. И, ну, допустим, пускай так будет. Он уже сделал, получается, да, апдейт. Это добавил эти строчки. Отлично. Еще давай это добавим. эм, Ну, иди в Подожди, редактор. он думает еще на Он самом думает. деле. Он же, наверное, сейчас второй вариант предложит. Сохранить в память, говорит, вот надо. Память. Memory MD. Я вот с этим файлом еще очень ни разу не работал. Ну, вообще разобраться за эти темы. Я тоже не... Смотри, он даже вроде как существует. Да, да. Это ты его там добавлял, да? Готово. Теперь я буду знать, когда запускать линтер, благодаря двум... когда он будет его запускать. Ну хорошо. Ну, в смысле, он будет просто, когда ты будешь вводить ему какой-то промпт, типа проверь брендбук, он, так как это в него в контексте загружено, он сможет сопоставить твой промпт и вот то, что для брендбука есть линтер. Вот как он будет понимать. То есть он будет просто корректно обрабатывать твои промпты в следующий раз. Но мы сейчас это проверим. Давай, значит, вот делаем что? Иди в DVD-шку и добавь, во-первых, файл wall, как нас учили. Я уже добавлял. Добавлял? Ну, Вот. тогда Он покажи. у нас есть. Я его сегодня утром добавил. Хорошо, а что там уже есть? Там, по-моему, ничего нет. От, а, хора- Хотя, ну, тогда... я добавил ли? Нет, ты Подожди. его в другой проект добавлял. Может быть, Это и был добавил. другой, это вчера мы добавляли его в другой проект. Ты путаешь реальность. Блин. Ну, Извини, я просто, вытеснил там. ну, создай просто новый файл volmd. Да, md. И, соответственно, пишем туда первую строчку. Вот типа ранее соответствие брендбуку Давай дату. на 2026. Ага. А, ничего себе. А что он мне подсказывает? Куда он знает? Он все про тебя знает. Окей. Окей. Читает мысли. 3:12 все-таки сегодня. А, 17, 07. Ну, допустим, да. Да откуда? Простите. Все. Так. Ну и Ну давай. пишешь, ранее проверку брендбуку делалось через обычный промпт. Сейчас
Для этого, Проверка. да, проверка дизайна соответствию бренд-гайдлайну делалась через обычный промпт. Теперь, Ранее проверка дизайна и соответствие его брендбуку и гайдлайнам делалось обычным промптом. да, Теперь теперь для этого была реализована отдельная команда. И, наверное, имеет смысл эту команду упомянуть, как она есть. Так, реализована отдельная команда. она есть. Ну, как она есть. Ты вот зайди в файл cloud.md, там вот скопируй ее название. Cloud.md, да, вот. И пролистай чуть-чуть ниже, найди строчки измененные, там вот увидишь, они подсвечиваются, измененные строчки. А, нет, что-то проскочил ты. А где это? Выше, 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 выше. Так, это... Ага, вот видишь, синие, зеленые строчки. Вот npm run lint brandbook. Вот эту скопировать эту строчку от желтого до красного, без зеленого. А вот этот фикс. Ну, фикс это уже там оно догадается, что у этой команды есть еще фикс. Это уже она из контекста вытащит. Ты, главное, укажешь ей, куда смотреть этой командой, и все будет понятно. Не, Ой, да, назад. да и я. Да, Ой, ой, у файл. меня уже Так, залипанька пошла. OLMD, вот. Да, сюда, да. И отлично, все. Так, все, достаточно. Не надо тут много расписывать, все. Что он тебе Всё, предлагает? Да, сохранить, да, записывай. сейв, да. Еще, кстати, вернись в Cloud и скажи, помнишь, как мы добавляли его в проект? Вот продолжить. Также добавь туда, то есть, также добавь обязательное чтение файла val.md без э, с запретом на редактирование. Английский. Так, есть. Так, все, давай сейчас он еще вот в CloudMD что добавит. Помнишь, мы же так вот и сделали. Только мы тогда CloudMD переименовали в Agents, но это мы потом. Не будем сейчас пиксель флеш делать. Ух. Вот, так, супер. Сейчас он это сделает эту правочку. Так, ага, reading, окей, reading. И теперь, когда он закончит, ты пойдешь в IDE-шку, прокоммитишь этот результат, чтобы у нас ну, это был отдельным коммитом. И в отдельном контексте мы ему просто тупо закопипастим тот же самый промпт, который ты вводил на предыдущем подходе. И посмотрим, как все это изменится. И по токенам, и по его поведению. Вот честно, после изменений надо это запускать или надо все-таки? Не знаю. Чего? Не понял предложение. У UI изменений, видишь? Типа я буду менять, и каждый раз он будет запускать. Но будет или не будет, мы узнаем это потом. Мы хотим сейчас просто Ну, кстати, проверить. интересно, да? Вот это... Ладно, хорошо. Нам интересно сейчас проверить. Это может быть полезно, кстати, реально. То есть, вот, все-таки. Ну, в целом, да, можно этот дальше процесс даже автоматизировать. То есть, чтобы ты не вводил этот промпт каждый раз, а просто он понимал, что после каждого изменения надо как бы типа это самому делать. Но это мы отдельно рассмотрим. Просто мы сейчас проверим, как эта фича работает в целом, как утилитарный механизм проекта, разработки его. Иди в IDE-шку, закоммить добавление этой фичи. Ветку.
Ну, ветку, не ветку, а просто, просто Develop? нет, да, в develop прямо, да, коммит сделай обычный. В кракозябры иди. Apple Android. Да, в кракозябру. Да. Так, плюс это все, да? Мгм. Нет, сначала плюс, а потом generate. Да, Окей. да, все верно. Ты хороший ученик. Только без пуша, да, без пуша. Пока не будем пушить. Потому что, ну вот, это не функциональные изменения. Ты сейчас просто пропушишь, там CI-ки включатся, а мы еще есть результат, не знаем как. Вот когда мы сделаем изменения сейчас вот, в новом контексте, Да. вот тогда будем... Так. Возвращаемся. Новый контекст Выходим. выходит. Нам нужен этот контекст? Да, Сохраните. может быть, еще, да, может потребуется, там, знаешь, для доработок. Сохраним куда-нибудь, Ctrl-Shift. чтобы под рукой был. Да, напишем его. Пишем. А что, можно вот так вот сохранять контекст? Ну, Да, и возвращаться в него назад потом. Прикольно. ну, вообще он помнит контексты, там даже в самом клауде должен быть механизм переключения между контекстами. Ну, так типа проще, когда ты знаешь его айдишник и закрепипастил его куда-нибудь, потом проще его, быстрее к нему свичнуться. Да, просто командой Ctrl-Shift. Ctrl-C. Так, запускай. Момент истины. Что у нас там будет? SDLF. Английский. Здорово. Cloud. Да, это первая буква, наверное, все-таки русская была. Или... Ну да, ладно. Дайте Алис, говорю, чтобы ты просто C вводил и все. Так, все у нас по нулям. Ну и чисто для эксперимента вот просто скопипасть ему первую версию промпта. Вот это вот. Проверь, гайдлайны, вот это вот. В смысле чисто для эксперимента? Мы же сейчас... Ой, блин, не попало. Господи. Ну, Ебать. потому что для эксперимента, в смысле, учитывая, что он уже кое-что знает, как проверять, сам промпт запуска проверки гайдлайна, он может быть проще. Типа, проверь гайдлайн. Вот так вот. Не надо ему уточнять, как, что, он там, типа, уже, это целая команда. А для эксперимента просто я хочу увидеть разницу его поведения на одном и том же промпте, но после того, как мы его заинженерили. Я не могу вставить. А, Проблема. так, Вот. смог. Получилось. Да, давай, вентиль. Хатчинг. Read. Смотри, read wall MD. Так, прочитал. Ну, Паттерн брендбук. Сразу пошел. так, Кстати, и что он теперь? подожди. А давай вот подумаем, а что он, по идее, должен был сделать? Ну, вообще он должен был запустить эту команду тупо. Но, видишь, это не произошло. А, нет, подожди-ка, произошло. Вон, смотри, Explorer, вот он. Нет, а вот это вот нам пока yes, да? Да-да, yes. Так, еще раз yes, еще раз yes, еще раз yes, еще раз yes, еще раз yes. Да, ну, это действительно вот так вот надо делать. Окей. Работать надо. А че а чё-то у тебя много есов спрашивал. А подожди-ка, а чё-то он еще пошел какие-то грепы делать? Теоретически же должно быть все заскриптовано. Ам, м, 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 м. Ну, нет, он, наверное, пошел сверять с брендбуком М. по этому скрипту-то. Нет? Не, вот там мы фактически написали линтинг, ну, как-то это же не по моим ожиданиям работает. Ну ладно, давай заесь его там уже, чтобы он работу делал. О, мистер Джанки. Привет. Здравствуйте, здравствуйте, господа. Я на пару. Так, кстати, тут, на всякий случай, ты знаешь, у нас тут телезрители, они внимательно смотрят и слушают.
в онлайне. Так, ну вот, Lint, да, npm run lint brandbook 2. Чё? Так, Вообще эксперимент пошел неправильно, да? Я правильно тебя понимаю? ну, как-то он непредсказуемо идет. Он слишком много спрашивает. Вообще, ожидание было, что он по твоему запросу поймет, что надо запустит линтинг, от линтинга получит какие-то ошибки, и эти ошибки порешает. А тут он, видишь, много всего делает еще и помимо этого. Эм, ну, давай дойдем до конца и уже будем выводы делать. Эм, А еще, кстати, вот обрати внимание. Вот, он пишет отличная картина, это значит, он не Нет, сработал. становись, смотри, вот, смотри, видишь, каждая строчка, она к токенов. 31 к 62, 42. А в общем пишет 24. У нас определенно статус-бар работает некорректно. То есть он в параллель запустил парочку задачек, каждая из них сколько-то сожрала, а мы не видим это в тотале. И поэтому наши подсчеты, как сказать, не очень, наверное, правильно будут. Ну Ну, да. может, он запустил в новых окнах, и поэтому они учитывают как раз таки в этом окне. Ну, так-то да, но мы Ильяр тут, да, изначально Ильяр тут. сделали статус-бар, запромптили ему, чтобы он нам показывал тотал. А он, видимо, где-то накосячил. Так, что-то он тут еще. Ну, однозначно мы видим, что он пользуется им. Пользуется и... Да где он Ну пользуется? как, ну видишь, он запускает npm run lint brandbook. Вот. И, Ну, теперь он пользуется ими, я бы тебе сказал так. А раньше он просто ходил по проекту и смотрел этот брендбук. Ну ладно. мистер Джанки, мы тут занимаемся промпт-инжинирингом. Делаем... Да, неправильно. Агент инженеринг. вайп-инжинирингом. В общем, инжинирингом. Не-не, Глазик правильно сказал. Агент инженеринга. Агентик инженеринг. Да. Ты что, не читал Андрея Карпати? Так, ну, вообще-то там написано Vibe Engineering. И мне так в стриме написано. А вы В тут... стриме написано не то, что Андрей Карпати Голосом, да, написал. голосом он исправил сам себя же. Да? Ну, значит, Кто-то невнимательно слушал. Так везде... я заметил, Ильяр не слушает типа, спикера. Ему, вот нашему учителю э, из ВК, Да. э, It's good down. да, а, сделали вопрос сразу, а почему Vibe инженеринг, если Андрей Карпати задекларировал это как агентик инженеринг? Вот, он сказал, ну, вот я так это называю, типа, но по сути, да, это вот то же самое, Что что за я хочу Андрей? донести. Что это такое Андрей? Это очень крутой чел. Он работал в OpenAI, и он вообще создатель вайб-кодинга. То есть он первый, кто, как сказать, задекларировал своим большим постом, что такое типа разработка через AI-агентов. Он сказал, это вайб-кодинг. Я типа просто пишу и чувствую вайбы. Типа, это было ровно год назад. То есть, точнее, в феврале это было ровно год назад. И вот, месяц назад он пришел опять в Твиттер и сказал, все, вайб-кодинг, все. Теперь мы не просто пишем, а мы проектируем, так сказать, настраиваем агентов, оркестрируем агентов. И теперь назвал это агентик инженеринг. Вот. И тоже, ну, типа, сказал все. Типа, вайп-кодинг, все, условно. Объясни. Авто-accept edit сделаем. окей? Давай, давай, давай.
Ну, почитай про Андрея Карпати. Ну или послушай, ну или послушай IT-бороду. Выпуск называется «Вайб Козин». Я до сих пор не могу понять, как у него фамилия заканчивается. А, Я не знаю сам. Карпатьев. Карпати. Ну, это как это... Карпаты. Именно и. Не знаю. Короче, это просто не русская фамилия, это какая-то балканская или что-то того. Я вот просто 4 слова неправильных ввел. Вайб. Вместо вайб писал квайб. Кодинг, Андрей, Кью, Патю. И он, Карпатый. и, он- Карпатый, да. и он мне правильный вывод сделал. То есть, Вообще Карпатий. Ну, все верно. Это типа как на украинском. Карпаты, Карпатий. Ну, типа, не знаю. Как я, типа, ну, я не знаю, не буду говорить мою фамилию, но с моей фамилией точно так же работает. так я что хотел сказать, что если неправильно ввести вот эти нужные 4 слова, правильные слова обычный поиск дает. Андрей Карпатый, ученый в области информатики. Словацкий, словацко-канадский ученый в области машинного обучения, который занимал... Блин, я открыл, и у меня все. Разобрался. Карпаты. Карпаты, ну, Да. Не, просто на и окончание. Карпаты. на «и». Ну, блин, ну, у вас просто в украинском, ну, это «и», наверное. Ну, ты понял, это «и». Все-таки. Карпаты. Ну, Карпаты. Почитай на словацком просто. Анджей Карпатий. Ну, не знаю, как по-другому. Короче, он в Тесле работал, и в OpenAI. Сфера машинное обучение, компьютерное зрение, искусственный интеллект. Ой, нашел статью про Андрея Карпатова и картинка с шарами. Меня шары преследуют сегодня. Почитай чат лучше. А ну-ка сейчас будет слышно или не сейчас? Слышно, слышно. Andrej Karpathy. Окей, окей. А это же, наверное, на английском он произносит. А как Ну бы это да. произносилось на словацком, например? Я считаю, что Карпатий все-таки. Ну, сейчас Карпатий. попробуем на словацком. Сейчас. Я реально считаю, что фамилию нужно произносить на, ну, как бы по ее происхождению. То есть Ну это, да. кажется, важно. А как ты будешь произносить если написано действительно словацко-канадский? То есть это на словацком и на канадском, Канаде. Словацкая фамилия. Значит, она должна произноситься на словацком. Ну хорошо. В Википедии написано Карпаты. Да. Да Ну, ты это же русская Википедия, ну. Да, ты русскую А читаешь. я сейчас вот Блин, словенщина, перечислено на словенщина, и тут написано Карпаты. Карпаты. блин, она на славянском он не может озвучить. Да ладно, не может такого быть. Ну вот оно вот реально. Может. Может это Andrej Karpathy. Карпатий. Andrej Ладно. Karpathy. Ти. Ну, Ти все-таки. Мягкий. Какая-то средняя между и Карпатий. Ну, короче, это как Карпаты, ну типа. И никакой не Карпатов, Карпатый. Так я не говорил Карпаты. Я сказал не Карпатов, а Карпаты.
Но это на русском реально. Ну, короче, ладно. Неважно. Любим мы душнить. Ну, Прикинь, ну, неправильно, типа, сказать, я даже не знаю, нельзя так, типа, его Карпатий, да, Карпатый, ну, блин, Карпатенко давай тогда уже, не знаю. А чё нет, да? Ну, подумаешь, окончание какое-то. Нет, ну просто в некоторых языках есть те звуки, которые отсутствуют в другом языке. Вот видимо, в словацком нету «ый». И наоборот, точнее. Вот, то есть то, что есть вот это вот окончание словацкого, оно в русском отсутствует. Ладно, что у нас там происходит? Он все еще работает. Происходит философисинг. Слушай, а он, по-моему, дофига токенов потратил вот в сравнении с тем, что было. Там, по-моему, 30 тысяч по нашей метрике было. 38. Посмотри картинку, сколько там было. Да, сейчас я ее выведу на экран. Ой-ой-ой. Где она? Чтоб найти. Сейчас вам покажу свой красивый рабочий стол. Так, это вот так вот вот. Смотрите, как красиво. Вот это, кстати, я собрал все, что нужно удалить. Смотрите. Оба. Я думал, ты хотел какую-то фигуру выложить на картинке. Нет. Это я действительно хотел привести в порядок и не успел. Вот, что у нас получилось. 48 тысяч. Да, 48 тысяч, 32%. Явно мы перевалили это значение. По нашей, не знаю, может быть, даже неправильной метрике, но даже по ней. То есть $3. А там сейчас сколько? Ну, там уже больше. Это, кстати, вот будут вопросики к учителю, типа, почему больше? Ну, потому что он, видишь, сколько агентов запряг, не? Не поэтому. Смотри, агент фикс, этот агент то, этот агент все. Мне кажется, вот в реальности он и еще больше, потому что, видишь, он все-таки не складывает эти саб-расходы. Знаешь почему, наверное? Ну, потому что мы ему еще как бы в первом случае ничего не сказали, а в этом случае сказали, блин, сделай вообще классно, там, топово, и чтобы все проверил. Вот он так и сделал. Вот. Но его эксперимент вот этого нашего учителя, вот он происходит. Он сказал, типа, сделайте сначала обычным промптом. Мы послушались, прям сделали так, как сказал он, и сделали вот с помощью его второго способа. Ну да, и четвертый шаг сравнить время и токены. Но время, я думаю, явно сравнить не сможем, а токены можем. Ну вот тоже сделаем. А может он такой, ну, типа, сравните, ну что, сравнили? Вот смотрите, больше токенов, значит лучше. Мы же это открытый вывод еще, мы же не знаем. А еще, знаешь, Сколько вот это сделано. у меня есть эксперименты по токенам. Короче, я делал одну задачу и сделал ее по токенам. В смысле, просто промптом ввел. Потом, ну, сейчас вот я найду тут значения какие-то, чтобы было более... Пам-пам-пам. Так, вот, значит, первый эксперимент был чистый промпт. У меня потратилось, ну, каких-то условных 140 тысяч. Потом я подключил MCP-сервер. В 2 раза меньше, 170 тысяч потратил. И ожидаемый результат, потому что он уже не лазил, как бы не искал как бы данные, он знал, куда их идти. А потом я подключил контекст мод MCP и потратил много, 258 на тот же запрос тысяч. Но следующий промпт был уже 14 тысяч. За счет контекст мода сократилось, как сказать, потребление. И я вот в рамках нашей задачи ожидаю, что в следующий раз, когда ты если, уже что-то изменишь и будешь снова проверять, возможно, будет меньше расход. Почему? Не знаю, но может быть.
В общем, думаю... 9 файлов, 34 нарушения. Запускают 3 параллельных агента для покрытия всех. Ну, все. Мне кажется, еще знаешь, что тут, наверное, следующий уровень этого вот инженеринга написать скилл. Реально, вот я в своих экспериментах тоже там писал скилл в итоге. И вот уже на скилле мне 14 тысяч получилось. То есть скилл, MCP контекстом к базе данных и MCP контексты управления контекстом. Два MCP сервера. И оно сильно сократило, когда все это было завернуто в скилл. А ты пробовал Я здесь вот думаю, скиллы знаешь сюда? что, нам надо очень глубоко обсудить эту тему, потому что пока что для меня она до сих пор остается непонятной. Вот действительно, вот А это что вот именно? непонятно, почему это э, хорошо. Это, наверное, контролируемо. То есть оно записано один раз, и оно каждый раз не придумывает, что делать себе. А типа у нас четкие правила, что делать, и вот и так далее. Ну вот действительно, вот что хотел нам показать учитель. Учитель нам хотел показать, что, наверное, тратится меньше все-таки токенов. Это интересно обсудить, короче. Ну, вообще-то его акцент был не на экономии токенов, а на детерминированности результата. То есть он больше делал акцент на том, что мы, используя такой подход, более предсказуемый результат получаем и берем больше контроль над тем, что делает агент. Вот я тоже думаю, что, возможно, мы сейчас получим результат, который действительно, ну вот, прям его визуально увидим сейчас. Помнишь первый результат? Мы его даже визуально идентифицировать не смогли. Ого, зацени. Вот мы тоже, кстати, скриншотили этот вывод. Смотри какой. 393 ошибки было, теперь 0. Исправлены автоматически. То есть с помощью нашего, видимо, инструмента. Ну, где-то половина из них. И еще, да. Два. Так, и что тут еще? Добавлен. Хорошо, круто. То есть какой-то более информативный вывод. Токенов потратилось в 2 раза больше. Хранить. Ой, вот. Я просто помечу как 2. Ага. И теперь давай посмотрим на результат непосредственно. Непосредственный результат. Так, у тебя, по-моему, в обоих вкладках открыт один и тот же сайт. Если не ошибаюсь. Нет, смотри, localhost, А, def, окей, ну ладно, окей. Здесь сравниваем тогда. Так, shift, Ctrl-Shift-R, Ctrl-Shift-L. Мы сделаем. Ну, хорошо, погнали, Explorer. Слушай, а цвет прожектора поменялся? Нет, такой же. Оранжевый. Правильный цвет, он правильный. Почему у нас на деве неправильный? Это, видимо, вот как раз я сегодня залил там какие-то свои изменения. Я он все-таки его исправил на правильный корпоративный цвет наш. Он Мгм. оранжевый у нас. Хорошо. Раньше такой был. Ну ладно. Все. Валидатора посмотри. Мы же... Validators. Да. Validators. Ну, разница видна. Лучше. Да. Ничего себе. Контракт. Подожди, а лучше-то лучше, а по гайдлайну это соответствует гайдлайнам? А это что за плашка появилась? Где она ее отрыла, непонятно. Ну, ну хорошо. Это, кстати, это уже следующая задача со звездочкой. У меня есть идея, как ее запромтить.
А еще какие? Да, сравни вот это. Тут вроде как бы даже одинаково все. Но, с другой стороны, в других местах-то вроде как все это и не ожидалось поменяться. Это в про, гейм ожидалось. геймер. Да, в гейм все правильно сделала. Вообще все четко. А что, ты разницу видишь? Я не вижу. Ну да. Вот эти вот подложки сделала А, прозрачными, что-то а не такое. нарисованными. А открой профиль. Этот сделала, видишь, правильный поиск, смотри, как он делается. О, вот, ну, как у нас и везде. А тут был вот такой вот. Мгм. Ну, а тут стал правильно. Введи в поиск пользователя. Страница пользователя как-то поменялась? Блять. Я вижу, что у нас немножко верстка едет на вот таких вот штуках. Но вообще никак не поменялось, на самом деле. Ну ладно, окей. Надо страницу оптимизировать для мобилки. Хорошо, мы эксперимент провели, теперь давай сделаем уже рабочий фикс. Вот вернись на эту страницу с системными контрактами. Давай запромптим ему фидбэк, что вот эта подложка-то же не должна быть здесь. Да, и вообще нигде не должно быть в проекте. Ну тогда скажи ему, что типа все круто, кроме там на странице смарт-контракты появилась подложка. Как-то объясни, почему она там есть. Это несоответствие гайдлайну. Пускай он сначала объяснит, а потом, когда он объяснит, мы сделаем выводы из этого. Я вот думаю просто, что она все-таки где-то затесалась в гайдлайне. Я не знаю как, но я оттуда ее как бы уже пытался вот таким же способом. Я говорю, все, в гайдлайн записываем, что этих подложек вообще нигде нет. Но они, видимо, где-то далеко очень существовали у нас, блядь, в проекте. И когда она все-таки изучала и строила гайдлайн, оно где-то ее нашло и что-то зачем-то вставило. Это для меня загадка. Окей, Хорошо, да. смотрим. Спрашиваем. Английский. Видишь, не получается получить, ну, возможно. Возможно, там записаны какие-то, знаешь, у меня там записаны были Apple гайдлайны. Возможно, она откуда-то достала из них ее. Короче, интересно реально знать. Я еще так написала, это подложка, блин. Проблема ясна. При исправлении брендбук нарушений страницы контакт была обернута в app-page контейнер. Это добавило два больших blur 150 это glow элемент, который создает видимую полоску. Готово. Glow фон теперь скрыт. Полоска исчезнет. Это привело к тому, что при добавлении app-page контейнера для исправления нарушений на missing page container не был передан флаг. Это сделано на страницах validation и account details. Хорошо, а теперь напиши ему следующее. Вот ты выяснил проблему, а теперь эту проблему надо спустить на инструмент. То есть скажи ему, э, учти это понимание в инструменте, который проверяет гайдлайны. И добавь тесты.
чтобы он, собственно, в этот инструмент эту проверку этого несоответствия добавил и еще тестом покрыл ее. Почти это понимание в инструменте. Который, ну, Инструменте проверки. да, проверки. Инструменте проверки дизайна. Он называется guideline, по-моему, чек у нас. Ну, это все равно поймет, да. Пусть это лишнее, да. И что ты говоришь? И Так, тесты, и и результаты. добавь тесты, да. И добавь тесты. Мгм. То есть сейчас Добавь он, тесты. да, сейчас он должен вот этот скрипт, который мы написали при подготовке, он должен его подхачить и еще тесты добавить. Вот видишь, вот брендбук lint, вот папочка скрипта, в ней лежит брендбук lint, он так называется. Если вот надо будет ссылаться на него, то можешь называть его брендбук lint, там по-русски или по-английски. Но он и так тебя понял, в принципе. И вот видишь, сейчас он смотрит его реализацию, смотрит тесты, и сейчас теоретически он должен вот это понимание отразить в этом скрипте и добавить тесты на новую реализацию. И следующий, и вот если ты будешь действовать таким же образом дальше, то тогда у тебя с каждым разом гайдлайн будет проверяться все лучше и лучше. Не будет таких ошибок. И вот это, собственно, есть суть контроля над процессом. И скажи ему, разреши ему, он не может. Надо просто еще раз, блин. Я вот реально не понимаю. Ну, теперь я понял, что он как бы там существовал, и, видимо, был просто, не знаю, с opacity 0. Ну, типа, условно. И поэтому он его как-то достал его через флаг. Этот, да? Окей. Так, новое правило. Ну, супер, теперь можем коммитить и правки по дизайну, и инструмент уже... Повторение ситуации, когда глоуфон появляется неожиданно. 6 текстов задетектируй. А давай еще так. Это, кстати, интересно, как быстро он еще раз проверит. Да. Проверь еще раз на все страницы на предмет Да нет, ты же можешь проще написать. Проверь наличия. гайдлайны еще раз. Вот, кстати, тебе нужно будет писать за счет наличия этих инструментов, тебе надо писать вместе. Проверь гайдлайны еще раз. И вот так вот. И он сейчас должен будет запустить ожидание, что он запустит инструмент, посмотрит, что ошибок нету, и скажет, все хорошо. Все, давай напишем. Он часто не доходит до каких-то всевозможные. Так подожди, а если он не доходит, это тоже надо в инструменте учитывать. То есть, понимаешь, вот ты должен решать эту проблему. Помнишь, что мы сделали? Мы, то есть, зашли, вот я тебе говорю, глазик, нажали, зашли вот сюда, потом зашли в Puppet Games, да? Не, подожди, да, в Puppet Games, зашли в транзакцию, зашли, кстати, она, по-моему, здесь была, да? Да, ну что было все. Нет, я не помню, была. Ну ты можешь на Дэве посмотреть, была ли она. Или в Message ID. Вот Так это это было точно у на нас. На Дэве посмотри. То есть у нас было вот так вот. Ой, так, глазик, опыт гейм.
Дожидаемся транзакции. Жмем на транзакции. Нажимаем на месседж. Да нет, не было там ничего. Что-то странно. Ладно, где-то мы ее видели просто, помнишь? Ну, ты говорил, что что-то не Или- соответствует, я помню, но можете просто интерпретировать. А, ну в месседж зайди еще раз, может быть, там Да, я заходил, нету. нет. Ну ладно, нету. Ну, в любом случае, смотри, ты говоришь ему, что он, то есть ты видишь, что он видит не все страницы, не проходит, да? Тогда ты опять же говоришь, ты проверил не все страницы, почему? Он тебе делает вывод, а ты этот вывод раз и в скрипт засовываешь. Типа, учти вот этого, эту ошибку в скрипте, чтобы скрипт работал правильно. И ты каждый раз, как получается, вот эти находки несоответствия скриптуешь. Я понял тебя, но мы пока вот так сделаем, Хорошо. просто... Вот, смотри, да, run lint brand book, все правильно. О, смотри, а сейчас это быстро происходит. М, Он брендбук не так долго изучал, он просто так чик и все. Ну, он просто... э, Он в контексте, наверное. он его запустил и теперь смотрит его результаты, я так понимаю. Просто вот deep review all page templates. Что вот он сейчас делает, мне ничего не понятно. То есть каким местом он это делает? Блин, проснулись эти на машинах с музыкой. Не слышно. Ну, слава богу, я специальную штуку сделал, чтобы оно отсекало только мой голос. Был слышно. Дискорд хорошо работает в этом плане. Что-то нам вопросы перестали задавать. Да слушай, загрустили, действительно тут как бы сложно. Я бы не выдержал смотреть это, честно сказать. Это нам интересно, потому что мы как бы, не знаю, погружены вот прямо сейчас, в лайве. Но что же делать? Кто-то может что-то полезное для себя и подчеркнул. Да, Ну, или, это запись останется. Илья время анекдот. Время анекдотов. Да, но тут надо скилл набить еще на эти анекдоты, видишь. Они не рождаются по запросу. О, смотри, ты что-то правит. Он поправить пошел еще что-то. А, Такие, это, наверное, из той серии, которой ты говоришь. Сколько ты не говори, исправь, он начнет что-то править там. типа того. Но вот так, судя по изменениям, такие существенные. Видишь, тут импорт был один, да он 3 добавил. Тут целые куски кода он добавляет. Что-то... ТТТ. Ну, Page возможно, мой промпт сработал, типа, ты не смотришь во всех страницах. Типа. Ну, возможно, да, кстати. Вот это вот, что все страницы, и он пошел все страницы. А вот я говорю, что надо стремиться не промптить, а именно инженерить. То есть в скриптинг это все превращать. Так сейчас он закончит, и мы скажем, вот смотри, ты сделал много изменений, добавь, пожалуйста, в этот скрипт, чтобы он обязательно смотрел во всех страницах, всех возможных страницах проекта. Ну, тоже вариант. Страницах, подстраницах, разделах, подразделах, вот это так еще расписать ему,
в модальных окнах, блядь, надмодальных. Ну, короче, надо, чтобы он понял. А он, кажется, подожди, он, кажется, это и сделал. Вот я, ну, крутни чуть выше на output, я не успел проследить его. Блин, много. Еще. Стоп. Так. Ой, он Так. сбросил вниз, назад. Ну ладно. Ну, давай, допустим. Ты вот, Ладно. он вверх тесты поменял. Вот это, стоп, вот это. Page, а чуть ниже. Оп, так, вот видишь, да, вот видишь, он заапдейтил брендбук Linty. Ну, короче, я увидел все правильно, я понял. Можешь не листать больше. То есть он прямо в этом запросе, помимо исправлений, ну, фиксов UX, он исправил и сам tool. И тестов докинул еще. Вон, видишь, вот сейчас вот видишь, он, во-первых, заново запускает его, потому что он, ну, внес изменения в сам скриптинг. То есть он догадался, что надо развивать. То есть, в принципе, он относится к этому скриптингу как к части кодовой базы и тоже меняет, если изменения попадают в контекст. Так что, может, Я думаю, что он просто в контексте, что мы его только что изменяли, и Ага. подумал, что вот ему надо меняться. ну, тоже логично, да. Супер. Ну, теперь проверь мануальное тестирование проведи, а то что у нас ничего не сломалось, что мы не сломали. Смотри, добавлены 3 новых правила в линтер. Ну, супер. 15 тестов. Ну, замечательно. Значит, все по-инженерному. Отлично. Чё? Ом. Что сделать? Посмотри ручное тестирование, мануальное, ну, вот, блин, слова уже путаю. Ручное тестирование проведи, смог-тест там по страничкам побегай, ничего не сломалось, тогда коммитим и пропушим это уже в dev. Это, кстати, чтобы на validator, ну ладно, блядь, потом сделаем. В процессе разработки. Так, ой, теперь я теряюсь. Ну, ты же видел, я для мобильных сделал такую штуку. Не заметил, но прикольно. Ну, типа, чтобы она не перегружала. Ну да. Страничка валидаторов, смотря на нас работает. Так, надо, кстати, будет еще отдельно сесть посмотреть показатели, что там эпоха у нас с отрицательным значением. Непонятно. Мы это разрабатывали, да помню как. Блин. Нет, мы это делали без блокчейна, когда блокчейн лежал. Это вообще смешно, да. Ох, ну тут интересно сделано. Актив. Ну, ее, кстати, можно будет еще потом изменить, когда там вот в индексатор... Ладно, это потом. Ну ладно, все, давай коммить ченджи. И будем делать вторую домашку. То есть первую мы вообще отработали, по-моему, на 5 очков. Нормально. Супер. Мне нравится наш результат, кстати. Мгм. Это прекрасно, когда работа нравится, результат работы. Что ты написал? Короткий коинт и пуш? Круткий коммит и пуш. Он же поймет. Ну, надеюсь, ты просто... Коинт. Branch develop. Ну все, нормально. Все. Все. Коммит и пуш выполнены. Закрываем. Все, да, супер. Чем нам хватает? Напомни наше второе домашнее задание, или может завтра его сделаем. Давай сейчас, да, прочитаем хотя бы его. Так, задание номер 2. Напишите через SpecKit цель сущности API/UI, бизнес-правила стек. Ну, то есть, то, что мы делали тогда на проекте, не знаю, как его обозначить.
по дате, скажем так, чтобы без контекста. Помнишь, мы сделали проект с нуля по дате, и мы сделали, собственно, вот это. Потом, значит, скормите это создать PRD надо было. Второе, скормить PRD любому агенту одна сессия. Если агент начал гадать, значит PRD плохой. Нужно вызвать Clarify. Потом третье. Записывайте в вал по ходу работы. Каждое решение откат без редактирования старого. Ну, короче, это использование вала и PRD. Это, наверное, будет тяжело. На перерыв делать надо. И, На завтра это планирую. ну да, завтра, послезавтра. Э, Ну, отчасти мы второе задание зацепили, потому что мы вал использовали в этом задании. Так что, Ты знаешь, что оно до понедельника надо выполнить это задание, ну так что у да. нас есть еще время. Ой, у меня, Ну кстати, все, давай это свои заключительные слова. подожди, Расскажи, чему научились. мы научились промпт, мы начали с промптинга классического и перешли к инженерингу. То есть задачи, которые делаются через промпт, заскриптовали. И вот на последнем вот шаге мы даже увидели, что когда наша регулярная задача по проверке соответствия дизайну гайдлайну, мы ее типа повторяем, ошибки, найденные в процессе, они спускаются в этот скриптинг. И в следующий раз, когда мы будем делать ту же самую задачу, используя эти скрипты, у нас будет меньше, скажем так, недочетов. А если они будут, то они также будут спускаться в скриптинг и тем самым делать наш процесс проверки соответствия гайдлайну более предсказуемыми и воспроизводимыми. То, что меньше токенов тратить, я пока не заметил, но, может быть, если агенту будет требоваться меньше усилий, чтобы понимать, то я думаю, все-таки токенов должно тратиться меньше. Оу. Так, слушай, у меня тут Класс. есть интригующий автопик. Помнишь, я говорил, что надо позвать девочку вайп-кодера, девушку, не знаю, в общем, человек женского пола, который вайп-кодит и создает свои проекты на питчинг ее проектов. И она вроде мне ручкой помахала. Сейчас я... Хорошо. Смотри, что мы сейчас делаем. Ты мне скидываешь описание Web3 Voice, который у нас сегодня будет проходить через 2 часа. Вот. Я это пушу. Комичу и пушу. Web3 Voice. Собака Web3 Voice. Или собака VW, точнее, 3 Voice. в Телеграме. Те, кто тут с нами, могут написать прям. W3 Voice. И у нас 8 часов сегодня тоже будут всякие интересные, не знаю, свершения. Возможно, это будет Discord. И чтобы узнать, где это будет, подпишитесь на Web3 Voice. Вот. Да на все подпишитесь. На все, что вам интересно, подписывайтесь. Да, и сегодня у нас еще будет Вогель, который с помощью веб-кодинга разрабатывает игру на блокчейне. Точнее, не игру, а майнер, так скажем, на блокчейне. Вот. Верификатор транзакций, за которые будет получать вознаграждение. У него там есть какие-то успехи или неуспехи, и он об этом нам расскажет сегодня. А, кстати, между прочим, не факт, что он будет получать вознаграждение. Он, скорее всего, будет тратить. Там же такая экономика, что... Но это уже совсем другая история. Ну, это, знаешь, чтобы ожидания не были, скажем так, преуменьшаю ожидания на взлете. Это ему еще придется понять, просто вот я хочу сказать. Что лаки-найки надо только тратить, а получать не получается. Вот. Ну все. Завершаем, наверное, нашу трансляцию. Всем пока. Спасибо, что были с нами.
Да, и спасибо за ваши вопросы. И задавайте в следующий раз еще больше. Это да, Да, и под записью, если будете смотреть запись, тоже задайте вопросы. да.